Дома сидели сегодня. И мы дома сидим. Маша, ну как вы дома сидели сегодня? Да тебя-то не гладят. Тебя-то, зайчика, не гладят. Сегодня никуда не торопится. Сегодня спокоен. Дождь идет. Ругается она. То, что вчерашний день был, там вот вроде я бы отпустил, там люди пишут. Но понимаете, всегда есть опасность. А зная Мырика, что он будет делать? Драться, 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 драться. Ему не нужны никакие кошки. Вы думаете, там он по кошкам пойдет. Какие кошки? У нас тут кошек-то нету. У нас есть там 3 кота. Вот. 3 кота и 2 шпица. И вот он с ними будет драться до тех пор, пока еле приползет. Кто нас смотрит, тот прекрасно понимает, в каком он состоянии постепенно может быть. Потому что у него в голове только одно – драться. На ночь я его не отпустил. Тем более я знал, пойдет дождь. Ну вот любит он, любитель он драться. Я ведь его знаю. Кто нас смотрит, тоже знает. Я его прекрасно знаю. Если его сейчас отпускать опять, начинать что? Вдоволь ходи, как хочешь. Тогда надо сразу это, как говорится, закупаться антибиотиками и записываться к ветеринару через какое-то время. У него же все это было у него. И драные уши, и все было. И лапа с кабачок размером. Все у него было. Да, Этьмар? Ну, характер такой. Покормил вчера, он тут же забыл через 5 минут, и все. И спать лег. И вот все. Следующий день вечер. Спокойно. Никто никуда даже и не просится. Собрались все в столовой. Мыр, тебе Евгений послал донат. Так приятно. Донат вообще редко нам приходит дать. Евгений, спасибо. Ну, конечно же, Мыр угостит всех своих друзей. Угостишь, Мыр? Конечно, угостит. Давай, кушать будем, зайчик. Что ты так подозрительно на меня смотришь? Вкусные паштеты. Дождь, конечно, все равно нужен. Не скажу, что прям холодно на улице, что похолодало у нас, градусов 14. В принципе, нормально. Но плюс, несомненно, это сейчас все зазеленяет. Цветочки у нас все распустились. Хлебушек-то дал, какой вкусный. Сухарик еще подбери, сейчас пойдем на улицу. Сухари Purina One. И мы взяли, были Россия производства и Италия. И вот итальянские взяли. Вообще так ей понравилось. Сказка прямо, дать. Она вот все ходит, грызет эти сухарики. И днем она все, вон валяется. Она возьмет несколько штук, отнесет, все хрустит ими. Ведь та же самая из-под крана. И вышла сразу пить ты. Ой, закричал злодей-то у нас. Кричит, ходит, злодей, да. Да, кричи, чтоб тебя услышали все. Вот под елкой и сиди, там дождя меньше. Ой, с кем бы подраться-то? С кем бы подраться-то? Одна мысль у парня. Да, покричи, покричи. Когти хоть поточи, а то забыл уже, когда точил последний раз. На бой-то собираешься, а когти-то не точены. Что такое? О, крыжовник-то как распустился. Смородинка. Вот скоро можно чаек пить уже будет. Уже почти можно, вон большие уже листочки.
А я чай. Сейчас вот листики побольше станут. Можно нарвать листиков смородины, немножко мяты, землянички. И вот это будет чай. Раньше ведь так мы и делали. Правда, он получается там зеленый, но если кому-то надо было черный, возьмут черный листовой, заварят с этими листиками. Вот и чай. И вкусно, и полезно. А сейчас вроде такое разнообразие. Купишь. Но иногда такое ощущение, что как будто из какой-то травы сделан, не поймешь из чего. Все отдыхают, никто никуда не хочет выходить, гулять даже. А я с вами попрощаюсь. До свидания. Всего самого наилучшего.